Пока мы молоды и здоровы, нас редко интересует уровень кровяного давления. Мы чувствуем себя хорошо, и поэтому нет причин для беспокойства. К сожалению, человеческому организму свойственно стареть и изнашиваться. С точки зрения физиологии, это естественный процесс, затрагивающий не только внешний вид кожных покровов человека, но и все его внутренние органы и системы, в том числе и кровеносную. Какое же должно быть нормальное артериальное давление? Как возрастные особенности отражаются на кровяном давлении? И когда стоит начинать контролировать этот жизненно важный показатель? Здравствуйте, мои хорошие! Кровяное или артериальное давление – это давление крови на стенки сосудов. Данный показатель является одним из основных показателей, отражающих качество работы сердечно-сосудистой системы. У давления есть верхняя и нижняя границы. Так называемое верхнее давление – это систолическое давление, то есть давление в период сокращения сердца. На данную величину оказывает влияние сосудистое сопротивление, а также частота и сила сердечных сокращений. Нижнее давление – диастолическое, то есть давление в период расслабления сердечной мышцы. Данная величина зависит исключительно от сосудистого сопротивления. Артериальное давление формируется за счет большого количества факторов. Это и число сердечных сокращений, и ударный объем, то есть количество выбрасываемой крови за одно сокращение, и периферическое сопротивление сосудов, и объем циркулирующей крови. У давления есть любопытная особенность. С возрастом оно повышается. У детей артериальное давление ниже, чем у взрослых. Однако современная медицина с осторожностью относится ко всем ранее составленным таблицам с усредненными нормами артериального давления, исходя из возраста пациента. Новейшие исследования говорят в пользу индивидуального подхода в каждом конкретном случае. Тем не менее, по общему правилу, нормальное артериальное давление у взрослого человека любого возраста, причем неважно, у мужчин или у женщин, не должно превышать порога показателей 140 на 90 мм ртутного столба. Это означает, что если у человека 30 лет или в 50-60 лет показатели 130 на 80, то у него нет проблем с работой сердца. Если же верхнее или систолическое давление переваливает за 140 на 90 мм ртутного столба, то человеку ставят диагноз артериальная гипертензия. Медикаментозное лечение проводится в случае, когда давление пациента зашкаливает за показатели 160 на 90 мм ртутного столба. Давление цифродинамическое, поэтому не надо ждать, что оно целый день будет на одной цифре. Ему свойственно изменяться в течение суток. Сели – одно, встали – другое, походили или присели – третье, полежали – четвертое. По статистике, высокое верхнее артериальное давление чаще всего встречается у женщин, а нижнее – у пожилых людей обоих полов или у мужчин. При халатном отношении к собственному здоровью, особенно при склонности к повышенному давлению, последствия гипертонии бывают довольно серьезными. В подавляющем большинстве случаев формируется либо тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, либо ишемическая болезнь сердца. Более того, от частого повышенного артериального давления страдают многие органы и системы организма: кровеносная, нервная, выделительная, мочеполовая системы и так далее. Наличие высокого кровяного давления можно заподозрить по следующим симптомам: повышенная утомляемость, шум в ушах, отеки ног, головокружение, проблемы со зрением, снижение работоспособности, кровотечение из носа. В случае, если нижнее или диастолическое артериальное давление падает ниже 110 на 65 мм ртутного столба, также происходят необратимые изменения внутренних органов и тканей, поскольку ухудшается кровоснабжение, а следовательно и насыщение организма кислородом. О снижении артериального давления могут свидетельствовать следующие признаки: слабость в мышцах, головная боль, потемнение в глазах, одышка, вялость, повышенная утомляемость, светочувствительность, а также дискомфорт от громких звуков, чувство озноба и холода в конечностях. Причинами изменения кровяного давления могут служить различные факторы: стрессовые ситуации, неблагоприятные погодные условия, например, духота или изнуряющая жара, усталость из-за высоких нагрузок,
хронический недосып, аллергические реакции, некоторые лекарственные средства, например, сердечные или обезболивающие препараты, антибиотики или спазмолитики, избыточный вес, атеросклероз и некоторые другие заболевания, курение и прочие вредные привычки, несбалансированный рацион питания, неподвижный образ жизни и так далее. Здоровым людям нет необходимости регулярно измерять артериальное давление. Регулярное измерение нужно тем, у кого есть диагностированная гипертоническая болезнь и чаще всего на этапе подбора или коррекции терапии. После коррекции, когда уже подобрана адекватная доза препарата, измерять давление нужно ситуационно и для контроля. Обязательно при плохом самочувствии. Чтобы правильно определить величину артериального давления, нужно соблюдать простые правила измерения. Оптимальное время измерения артериального давления – это утро. Тонометр желательно расположить на уровне сердца. Так измерение будет наиболее точным. Давление может подскочить из-за резкой смены позы человека. Именно поэтому измерять его нужно после пробуждения, не вставая с кровати. При измерении давления в положении сидя следует спиной облокотиться на спинку стула и положить руку на стол или на подлокотник на уровне сердца. Рука с манжетой тонометра должна располагаться горизонтально и быть неподвижной. Манжету надевают на 2 пальца выше сгиба руки. Она должна соответствовать размеру предплечья. Повторно измерить давление на одной и той же руке можно только через 5-10 минут, потому что плечевая артерия была сжата, и после измерения ей нужно вернуть свой прежний тонус. В противном случае показатели, выдаваемые прибором, будут с погрешностью. В домашних условиях часто используются цифровые тонометры, накладываемые на запястье. В момент измерения они также должны находиться на уровне сердца, чтобы получить максимально точный результат. Разница между показателями на обеих руках не должна быть более 5 мм. Идеальным считается ситуация, когда данные не отличаются в зависимости от того, измерялось ли давление на правой или на левой руке. Если показатели отличаются между собой на 10 мм, то, вероятнее всего, высок риск развития атеросклероза. А разница в 15-20 мм свидетельствует об аномалиях развития сосудов или их стенозе. Не всякое повышение давления нужно корректировать, но это обязательно делать, если у вас есть сопутствующие заболевания. Например, если давление не выше 140 на 90, никаких лекарств врач назначать не должен. Но если при этом присутствуют сопутствующие заболевания, сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инсульт или транзитарная ишемическая атака, артериальное давление должно быть не выше 130 на 80. Как поддерживать свое давление в нормальном состоянии? Ведите активный образ жизни и следите за массой тела. Повышенное давление чаще всего встречается у людей с лишним весом. Правильно питайтесь, избегайте продуктов и напитков, которые могут оказать прямое воздействие на изменение давления. Спите не менее 7 часов в сутки. От недосыпа давление часто понижается, что становится причиной плохого самочувствия. Нормальное давление – индивидуальный показатель, а норма достаточно широкая. Если вы чувствуете себя хорошо, то и давление в порядке. Не измеряйте давление часто. Регулярное измерение давления нужно только тем, у кого есть диагностированные заболевания, которые требуют контроля. Если вы здоровы, нужно ориентироваться на свое самочувствие. При плохом самочувствии и резком повышении или понижении давления нужно сразу вызвать врача. Нельзя принимать самостоятельно таблетки для снижения давления. Очень часто домашнее лечение приводит к катастрофическим последствиям. Правильно подобрать антигипертензивную терапию в состоянии только профессионал. Именно поэтому в случае резкого повышения артериального давления необходимо вызвать скорую помощь и не принимать никакие лекарства самостоятельно. Иногда подъем давления может оказаться защитной реакцией организма на какую-то серьезную патологию, а необдуманный прием лекарств может нарушить работу компенсаторных защитных механизмов и навредить. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких,
ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!